Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу, как сделать вот таких веселых необычных куколок своими руками. Начертим шаблон для куколки. Чертим две окружности диаметром 7 сантиметров. Между ними прочерчиваем линию, на ней будем делать отметки. По 1 сантиметру в обе стороны шея. Тело 2 отметки 4,8 сантиметров. И 1 сантиметр внизу, по 5 миллиметров в обе стороны. Соединяем отмеченные точки, рисуем ножки. Ширина одной ножки 2 сантиметра. Складываем и вырезаем шаблон. Нам понадобится ткань для кукол. Я использую трикотаж джерси. Складываю ткань лицевой стороной внутрь. Переносим шаблон. Используем ножки, чтобы нарисовать ручки для нашей куколки. Вверх закругляем. Скрепляем. И вырезаем. Сшиваем тело для куколки. Если использовать швейную машинку, процесс ускоряется примерно на 30 минут. Выворачиваем и расправляем заготовки. Заполняем наполнителем. Сшиваем верх.
Сшиваем ручки. В центре головы отмечаем глазки на расстоянии примерно 1,5–2 см. Глазки делаем из черных бусин диаметром 5–6 мм. Прочерчиваем ротик. Прошиваем. Сделаю маленькие удивленные брови. Из фатина шириной 6 см и эластичного бархата делаем платьице для куколки. Мне понадобится 50 см фатина. Край срежу фигурными ножницами. Собираем фатин на нить. Делаем юбочку. Сшиваем края. Определяемся с длиной. И после этого пришиваем фатин к самой куколке. Из бархата фигурными ножницами вырезаю полосу размером 6,5 на 25 см. В этой работе рекомендую использовать корейский бархат. В нем не заворачиваются края и он плотнее китайского. Сшиваем полосу.
Собираем на нить. Надеваем платьице. Закрепляем нить. Пришиваем ручки. Из ниток делаем волосы. Подойдут любые нитки или остатки, которые у вас есть. Также нам понадобятся деревянные шпажки. Я буду использовать шпажки потолще длиной 30 см. И клей ПВА, который не оставляет белых следов после высыхания. Наматываем нитки на палочки. Кладем подходящую емкость, заливаем кипятком на 30 минут. После этого разводим клей небольшим количеством теплой воды. И заливаем шпажки клеем еще на 30 минут. Достаем, убираем излишки клея и полностью высушиваем. На это может понадобиться до 12 часов. Для одной куколки мне понадобится 15-20 палочек. Их количество зависит от толщины ниток. Чем нитки толще, тем их понадобится меньше. Стягиваем ниточки. Разделяю их на 3 части. Посередине завязываю. Приклеиваем волосы. Вы можете использовать любой другой способ крепления волос. Клей можно использовать любой, а завитки, если вы не хотите использовать клей, можно пришить нитками. Завязываю хвостики. Добавляю отдельные завитки.
Украшу куколку бантиками из атласной ленты. Обычным карандашом сделаю румянец. Вот такие очаровательные кудрявые малышки у меня получились. Благодарю за внимание, скоро увидимся. Пока!